Ну вот, значит, закончила я ввязывать последние 4 петли. Вот, дошла до маркера, ввязала и развернулась обратно. И иду в этом направлении. Значит, вот смотрите, как получается. Вот так будут у нас треугольники. И здесь на изнаночной стороне я провязывала лицевыми петлями. Линия реглана. Вот эти линии реглана. Они у меня также идут лицевыми везде, по лицевой стороне. Провязала еще один изнаночный ряд, так как у меня треугольник закончился. 5 петель тут. Вот уже 2 треугольника по одной стороне и 2 по другой. Значит, мы с вами здесь тоже уже все петли мы задействовали, все группы. Вы довязываете до этого места. Не забывайте до маркера и после маркера прибавлять петли. Вот. И дальше я вам уже вот в этой части буду показывать. Вот дошла я до планки, провязала эти все петли. Здесь мы не добавляем. Здесь у нас нет линии реглана. Видите, нету. Она только здесь, а здесь нету. Значит, мы маркер просто переснимем. И планку провяжем лицевыми петлями. Кто будет делать на застежке, на пуговицы, значит, здесь вы ввязываете петли. Опять же, обратите внимание, на кого вы вяжете, на мужчину или на женщину. Либо петлю для пуговицы делаете здесь, либо здесь. Поскольку я буду вязать эту манишку, она у меня будет на липучке, то отверстия для пуговицы не будет. Теперь вы возвращаетесь обратно, вяжете так, как я вам уже рассказывала. И петли планки тоже провязываете лицевыми. Но я вам еще раз покажу. Значит, вот эти линии реглана, вот эти, вот они у нас. Если вы вяжете жакет на планке или без планки будете вязать реглан, вот у меня есть такая таблица. В зависимости от размера, какая длина линии реглана. Значит, это размер для женщин, woman. Это для мужчин, men. И это для детей, children. И вот размеры. Это окружность груди. Это не воротник. Это окружность груди. И вот такой длины линия реглана должна быть. Вот это линия реглана. Значит, вот для мужчин линия реглана, допустим, на 44 размер, 24, ну, плюс 4, там, я не знаю, это петли или, скорее всего, петли. Вот. Вяжете линию реглана. Таблицу эту я выставлю в свободном доступе на своей странице на сайте Одноклассники. Значит, я вам еще потом покажу один момент. Вы пока 5 рядов провяжите, вот, чтобы на планке было провязано 5 рядов. Вот один мы провязали, 2, 3, 4, 5. Провяжите, и я вам еще один нюансик покажу.
Вот, значит, мы этот ряд довязали лицевыми петлями. Когда поворачиваемся, планку опять вяжите лицевыми. И по лицевой, и по изнаночной стороне планку только лицевыми петлями. Дальше у нас пошла изнанка. Вот мы дошли до петли, которую прибавляли из протяжки, ее провязываем лицевой. Линию реглана провязываем изнаночной в изнаночном ряду. Опять одна лицевая, это мы добавляли. И дальше изнаночными. И вяжем вот до этой планки. И ее провязываем лицевыми петлями. Вот дошла я до этой планки. Вот у меня эта планка. И по изнаночной стороне я ее вяжу лицевыми петлями. Разворачиваюсь. И вяжу в обратном направлении. И вот планку вяжу тоже лицевыми. И дальше вяжу лицевыми петлями. Здесь мы не добавляем, потому что здесь у нас нет линии реглана. Вот видите, ее нету. Вот здесь у нас до линии реглана была одна изнаночная. Вот мы ее провязываем изнаночной. Здесь из протяжки добавим, провяжем и, как обычно, вяжем. Вот, как я сказала, провяжите, чтобы у вас было здесь 5 рядов. 1, 2, 3, 4, 5. И я вам покажу. Вот провязала я 5 рядов. И смотрите, на что я хотела обратить ваше внимание. Видите, планка получается короче, нежели само полотно за счет этой вязки. Поэтому мы что сделаем? Планку провяжем. Вот до конца мы ее провязали. Разворачиваемся. Вяжем ее в обратном направлении. Вот довязали мы с вами планку полностью. Маркер перебрасываем. Провязываем эту петлю. Опять разворачиваемся. Эту петлю мы снимаем. Вот, еще раз давайте покажу опять. Вот эту провязанную петлю мы снимаем вот таким образом. И натягиваем. И опять провязываем планку.
Опять разворачиваемся. Провязываем планку. Вот здесь у нас двойная, мы ее провязываем. Вот так. Поскольку я уже провязала 5 рядов, значит мне нужно делать вот такой элемент. То есть вязать по изнаночной стороне лицевыми петлями. Вот дорожка видна. Все, дальше я вяжу, как и вязала раньше. Точно так же планку провяжите укороченными рядами и с другой стороны. И она как раз у вас выровняется. Вот вы видите, она подскакивает немного, а так вы ее выровняете. Ну, рядов через 5-6 там вы уже увидите, как она у вас будет выглядеть. Чаще не надо, иначе она у вас потом будет выгибаться здесь. Ну вот смотрите, что у меня получается. Вот таким образом. Вот полоски я пустила. Для того, чтобы иначе лицевая гладь скручивается, я так немножко разбавила изнаночными. Вот у меня эти треугольники. Мы так должны вязать где-то примерно, вот у нас плечо. Вот это плечо у нас. Вот так. Плечо. Вот сюда в длину где-то примерно 2/3. 2/3 вязать. То есть вот у нас плечо, на 3 части разделили, и вот 2/3 вяжите. Здесь мы будем вязать немного по-другому, чтобы у нас не скручивалось. Надо вязать вот эту часть по-другому. Итак, связала я до определенной длины свою манишку. Вот смотрите. Вот планка на планку накладывается. Так, дальше. Это полочка. И вот это плечо. Вот плечо. Теперь смотрим. Вот у меня есть такая таблица. Я ее тоже выложу на своей странице в Одноклассниках. Можете воспользоваться. Вот здесь это рост человека. Последняя колонка, вот смотрите, последний размер, 170 сантиметров. Значит, 170 сантиметрам. Вот это размер и рост. Вот. Соответствует ширина плеча. Вот дается ширина плеча. Это вот ширина плеча. Так, ему соответствует этому размеру 11,8 сантиметра. Плечо. Сантиметров. А мне манишку вот эту надо вязать на рост 174. И надо узнать длину плеча.
Мы, значит, 174 умножаем на 11,8 и делим на 170. И получаем 12 сантиметров. Берете рядом находящиеся колонки и составляете пропорцию. То есть 170 рост, 11,8 плечо. Дальше вы берете 174 или 175, высчитываете плечо. Если у вас рост 180, значит вы берете новую колонку и новый параметр плеча и высчитываете дальше. Тогда у вас не будет погрешности, то есть ошибки в расчете. Я в том плане, что вы плечо вяжите не полностью, а оставьте зазор. Это и в том случае, если вы вяжете лицевой гладью, иначе оно скрутится у вас вот так. Значит, надо здесь полоску связать платочной вязкой. Значит, как замерить длину плеча? Складываем по линиям реглана. Вот. И замеряем. Вот до шва, вот до наборного ряда. 11 сантиметров где-то. А мне надо связать плечу 12 сантиметров. Значит, я здесь провязала, видите, я должна была 2/3 провязать, но провязала больше. Вот вы на это обратите внимание у себя. Закончила я, вот у меня все полоски одинаковые. И закончила я по изнаночной стороне лицевыми петлями. Вот я вам показывала, как этот ряд я провязывала. И теперь будем вязать следующим образом. Значит, планку мы провязываем. Все так же вяжем ее лицевыми петлями. У меня здесь пока на полочке тоже лицевые идут. Значит, это мы связали с вами планку. И теперь вяжем полочку. Вот я вяжу полочку. Вот дохожу я до линии реглана. И 2 петли не провязываю, не трогаю. И поворачиваюсь. Петлю надеваем и нить перебрасываем. И вяжем в обратном направлении. Вяжем по рисунку, у кого какой есть. Вот у меня тут сейчас изнаночные идут. И вяжем до конца этого ряда. Довязали до конца ряда. Опять поворачиваемся. Опять вяжем планку. Затем вяжу лицевыми петлями.
Вот здесь я не довязала 2 петли. Вот в этом ряду я опять не довяжу 2 петли. То есть вот 2 я не довязала в прошлом ряду. И еще 1, 2 опять не буду довязывать. И буду разворачиваться. Вот в прошлом ряду в лицевом я не довязала 2 лицевые. Вот они. Теперь я не буду довязывать эти 2 лицевые. То есть поворачиваюсь. Опять петлю снимаю. Нить перебрасываю. И натягиваю. И вяжу изнаночный ряд. Опять довязываю до конца, разворачиваюсь и не буду довязывать еще 2 петли. Вот я в очередной раз подхожу к тому месту, где нужно мне провязать укороченные ряды. Вот видно, где мы переходили, вот двойная петля и еще одна. То есть я уже не довязала 1, 2, 3, 4. Вот. И опять поворачиваюсь. Петлю снимаю. Нить перебрасываю. И эту нить натягиваю. И вяжу в обратном направлении. Ну и вот видим уже, что у манишки перед закругляется. Вот, если вы вяжете таким же узором, как и я, не забывайте через определенное количество рядов провязывать по изнанке лицевой ряд, чтобы рисунок не нарушался. Ну и так вы вяжете на ваш вкус. Сейчас я довяжу и посмотрите, и будете уже определяться, сколько вам нужно. Ну и вот так у меня получается. Вот все, я закончила. То есть после линии реглана я провязала 2 полоски и сделала разделительную полосу. Вот здесь разделительная полоса у меня такая же. Теперь эту спицу мы блокируем и переходим на другую сторону. Смотрите, как у меня расположено. Вот эту правую сторону я уже закончила. Вот, спицу заблокировала. Теперь мы должны начинать вязание. Вот здесь у меня была полоска провязана такая в изнаночном ряду. Ну, у кого-то есть узор, там уже видно по узору, кто на каком ряду закончил. Значит, я изнаночный провязала, и мне нужно вязать лицевой. Отсюда я лицевой вязать не могу, это изнаночный будет. Значит, мне нужно попасть вот сюда, к реглану. Я петли все собираю на спицу точно такой же толщины. 1 в 1. Вот, я их должна сбросить до линии реглана. Ну вот смотрите, с правой стороны мы в начале, в самом первом ряду, 2 петли не довязали до линии реглана. Значит, на этой стороне мы должны не добрать 2 петли. Вот они у меня остались. И теперь берем нить от другого клубка или из середины клубка. Вот, то есть 2 петли мы уже
не добрали. И вяжем точно так же, довязываем до конца, возвращаемся обратно и укороченные ряды вяжем и не довязываем еще 2 петли. Потом опять возвращаемся и еще 2 берем. Вяжем один в один, как на этой стороне. После того, как мы с вами сделали скругление с одной стороны и с другой, нам нужно определиться, как же вязать дальше, потому что у нас вот 2 нитки с одной стороны и с другой. Основное полотно мы провязывали в изнаночном ряду лицевыми петлями. Лицевыми. Значит, нам нужно теперь, мы уже будем вязать платочной вязкой, чтобы полотно не скручивалось, нам по лицу, особенно вот здесь будет видно, надо вязать лицевыми. Опять лицевыми, лицевыми, лицевыми. Значит, где у вас был основной клубок, то есть самый первый клубок, вот вы посмотрите, самый первый клубок. Вот здесь мы начнем с вами вязать. То есть мы вяжем по лицу ряд, по лицевой стороне. А на этой стороне мы находим последнюю двойную петлю, где мы делали переходы, то есть укороченные ряды. Вот у меня последняя двойная петля, вот она. Это был последний укороченный ряд. Вот сюда поставим маркер. И до него будем вязать, до маркера. Так, значит, мы закончили с вами изнаночный ряд, лицевыми петлями провязали. Значит, опять вяжем лицевыми. То есть вяжем здесь планку, как обычно, лицевой, то есть мы планку вяжем, как обычно, платочной вязкой, и этим же узором начинаем закрывать нашу манишку, то есть тоже вязать лицевыми. Вот доходим мы до того места, где мы вязали укороченные ряды. Здесь не забудьте, что у вас вот получается двойная петля. Вот. Ее провязываете, эти обе петли, то есть это одна, но как двойная. Вместе провязываете. Не забудьте про нее. Вот двойная петля. Вот здесь мы вязали укороченные ряды. Вот дошли до линии реглана. Все, мы больше уже не прибавляем. Значит, здесь и здесь уже не прибавляем. И так мы вяжем лицевыми петлями до маркера. Вот доходим мы до последней линии реглана. И дальше у нас пошла полочка. Вот здесь мы добавляли нить от другого клубка.
Вот здесь двойные петли. Не пропустите их. Вот здесь у нас ровное полотно. И вот здесь вы уже можете сами решать, как вам быть. Либо провязать до конца лицевыми петлями. Видите, у вас здесь будут лицевые. И сейчас мы провяжем лицевые. А в обратную сторону уже у нас будет платочная вязка. Либо распустить до маркера, и у вас уже пойдет лицевая. Это дело на любителя. Вот, можно, значит, эту нитку распустить до маркера и затем провязать лицевыми. И у вас получится полоска. Либо продолжить так же, чтобы не заморачиваться. Там этот ряд особо и не виден будет, что он не платочной вязкой провязан. Ну вот здесь в планке может быть расхождение. Поэтому мне кажется, что вот именно планку-то и стоит распустить. Видите, здесь лицевые получаются петли. И мы еще раз провязываем лицевыми. Вот планку-то и стоит распустить. Маркер уже не нужен. Вот, и эту нитку, вот эту нитку можно уже отрезать. А которые вязали, вот мы ею же и продолжим. Вот, теперь у нас планка не собьется. Узор будет так, как и положено. То есть платочная вязка. Вот так. Все. И теперь мы вяжем в обратном направлении по изнаночной стороне, опять же лицевыми петлями. Вот, и так вяжем
на высоту. Уже вы сами там определитесь, какая вам высота нужна. И у вас получится узор по лицу вот точно такой же. То есть платочная вязка, которая не дает изделию закручиваться. Все, дальше вяжите самостоятельно и потом закрывайте петли. Ну вот, провязала я платочной вязкой несколько рядов, как я уже объяснила, чтобы полотно не скручивалось. Значит, я нахожусь на лицевой стороне и надо закрыть петли. Вы закрываете, как вы привыкли. Я хочу попробовать закрывать в технике айшнура. Значит, между первой и второй петлей вводим спицу и вытягиваем петлю. Перекручиваем ее и надеваем на спицу. Опять между первой и второй петлей вводим спицу, вытягиваем петлю, перекручиваем ее и надеваем на левую спицу. Теперь первую петлю провязываю лицевой, вторую провязываю лицевой, а следующие две петли провязываю лицевой за заднюю стенку. Затем эти петли возвращаю на левую спицу и опять первую провязываю лицевой за переднюю стенку, вторую лицевой за переднюю стенку, а следующие две петли за заднюю стенку. И возвращаю петли опять на левую спицу. Значит, первую лицевой за переднюю стенку, вторую лицевой за переднюю стенку, следующие две петли вместе за заднюю стенку и возвращаю их на левую спицу. Я это закрытие уже показывала однажды в одном из видеороликов. Ну вот решила попробовать так. Ну и вот такая манишка у меня на данный момент получается. Теперь я беру спицы вообще тоненькие. Видите, какие? И буду набирать петли по горловине. Значит, вот мы делали набор болгарским зачином. Вот за эти дужки значит, провязываем одну петлю лицевой. И теперь вводим спицу в эту же петлю, но на обороте подхватываем петлю, которая четко за этой петлей. Не эту берем, а вот эту петлю. Если вы возьмете вот за эту петлю, у вас петли будут наклонены либо вправо, либо влево. Поэтому вторую петлю мы вывязываем, опять спицу в эту же петлю и под ней вот отсюда вот так набираем. Следующую
вот за эту дужку. А следующую петлю за эту же дужку и ниже. Вот здесь. Тоже лицевой. Я буду вязать резинкой 1 к 1, но поскольку изнаночную мне тяжело набрать, я первый ряд провяжу лицевыми петлями. Давайте еще раз. Вот, значит, одна дужка, за нее провязываем. А вторая петля, вот она ниже. Вот так. Следующая будет вот за одну дужку. А вторая петля, вот она. И тогда уже нам не нужно будет прикитлевывать. Видите, какой край получается. Кто-то мне скажет, что можно, допустим, набрать одну лицевую, одну изнаночную. Вот я набрала. В одно отверстие одна лицевая, одну изнаночную. И видите, дырки получаются. А здесь дырок нет. Давайте посмотрим. Вот, одну лицевую провязываем. И одну изнаночную. И вот получается отверстие. Одна лицевая, одна изнаночная. И сравните с этим. Поэтому я так набирать не буду. Я буду набирать петли вот таким методом. Ну, а вам уже решать. Вот как у нас получается после того, как мы набрали петли. Вот такой интересный край получается. Значит, я вышла на то же количество петель, что и рассчитывала в начале. Набирать, конечно, трудновато, но оно того стоит. Все. И теперь вы вяжете любой резинкой, которая вам нравится. Вот, я буду вязать резинкой 1 к 1. Вот эта кромочная у меня будет на лице лицевая. Значит, это у меня пойдет изнаночная. Лицевая, изнаночная. Лицевая, изнаночная. Лицевая, изнаночная. Лицевая, изнаночная. Вот такую резинку я буду вязать. Дальше что хочу сказать. Когда я провяжу резинку на ту высоту, которая мне необходима, я попробую закрыть резинку тоже так же, как закрывала низ манишки, то есть ай-шнуром. Ну вот, закончила я вязать воротник. Вот где-то 5,5 сантиметров он у меня получился. Вот как раз до наборного ряда.
Значит, я последний ряд провязала так, чтобы я находилась на лицевой стороне, потому что я буду закрывать петли точно так же, как и низ, то есть ай-шнуром. Я еще раз вам покажу, как я закрываю. Между первой и второй петлей ввожу спицу, вывязываю петлю, перекручиваю и надеваю на спицу. И еще одну петлю вывязываю, тоже перекручиваю, надеваю на спицу. Теперь провязываю первую, вторую, лицевой за передние стенки, а следующие две провязываю вместе за задние стенки. Теперь эти петли возвращаю на левую спицу и опять провязываю первую лицевой за переднюю стенку, вторую лицевой за переднюю стенку, а следующие две за заднюю стенку, причем провязываю вместе. И опять их перебрасываю на левую спицу. Лицевой за переднюю стенку, лицевой за переднюю стенку, 2 петли вместе за заднюю стенку и петли перебрасываю на левую спицу. И так закрываем петли до конца ряда. Ну вот и довязали мы с вами манишку. Вот такой узор получился. Значит, теперь на планку мы должны пришить липучку. Теперь, значит, по поводу вот этого узора. Здесь мы с вами вязали 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Можно вязать по 3, допустим, изнаночных петли. Но это уже на ваше усмотрение. Ну вот, вроде и все. Ну а там уже смотрите, кому как нравится, так и вяжите. Может быть, что-то с этого видео вы для себя возьмете и сделаете по-своему. Всего вам доброго. Спасибо за внимание.